Включать быстро. Ну еще не все, первый заход. У нас кончилась тележка. А я думал, вы уже так быстро все собрали, уже собрался удивляться, как это так мы домой закупаемся медленнее. Какой такой? Домой. Ты что? Короче, наши 100 литров воды, немного попито, чуть-чуть картошки, и все остальные продукты, и еще немножко воды. Вышли примерно в $200 суммарно. Может быть, чуть-чуть побольше. Так что вполне себе норм. Цены, кстати, примерно такие, как у нас на все. Ну да, я что-то не заметил, чтобы они здесь были как-то сильно выше или что-то. Примерно как у нас закупиться. Теперь осталось только это все каким-то образом перевести на лодку. Я тут битком, и туда еще люди залазят, мы такие, блин, офигеть. Хотя поймать такси сразу нам не удалось, часть нашей команды, не участвовавшая в закупке, подогнала нам 2 машины, и вскоре мы отправились в Марину, то есть яхтенный порт. Такие вот прикольные такие. Класс. Ни хрена себе. Сама дорога к Марине довольно живописна, с открывающимися там и тут видами на бухту Мармариса. Бухта оживленная, стоят на якоре или куда-то идут круизные яхты, моторные лодки. Лена даже приметила группу оптимистов, детских гоночных швертботов международного класса. По берегу смешанные хвойно-лиственные леса и пальмы. Мы с Леной, не будучи путешественниками, видели их впервые. Впрочем, не только их. Многое для нас здесь было в новинку. Добрались до понтона. Время разгружаться. Порожнее не ходить. Дай мне тоже поцелуй. Марина, наш понтон. Ну, это, собственно, наша лодка, на которой мы пойдем. Такая вот у нее корма. Катамаран. Фонтайн Пажо. Большой. Ну, типа, катамараны эстетически все равно не нравится. Люди грузятся. Мы пока ждем команду. Открывай! Десятка на понтоне изучает воду. И мы с ней ловимся на мысли, что здесь вода прозрачнее, чем у нас из-под крана идет. Красиво. Хорошо. Дождавшись Юлю с Володей, мы начали в темпе грузиться на лодку. Мы могли сделать это сразу, как приехали, но для верности решили дождаться нашего шкипера. Процесс заселения выглядел довольно сумбурно. Нам не терпелось побыстрее выйти в море, а потому мы решили не распаковывать сумки и разбирали только продукты и воду. Свои же вещи мы просто закинули внутрь по своим каютам, чтобы разобрать их вечером уже по прибытии в следующую точку нашего маршрута. Такая вот каютка. Нам досталась кормовая в этот раз. Но со своей дверью. Гальон, который сейчас завален всем подряд. И мы пошли. Выходим из Марины. На выходе из Марины я с любопытством смотрел вокруг. Никогда не видел такого количества катамаранов и яхт. Синева воды поражала меня. Вот уж не думал, что когда-то увижу такую картину. Порт, яхты, и мы выходим в море на одной из них. Фантастика.
На выходе мы, кстати, даже не закрыли люки. Это нарушение техники безопасности, и хотя погодные условия были прекрасными, стоило все же быть более внимательными на этот счет. И быстрее, быстрее. Все вместе скаяк. Почти сразу после выхода из марины я встал за штурвал, а потому снимать что-либо возможности у меня не было. На постановке парусов, кстати, случилась заминка. Почему-то не были отданы оба рифа на гроте. С погодой нам повезло. Сразу после выхода ветер начинал постепенно усиливаться, и так усиливаясь дошел до 12 узлов, так что мы шли в очень комфортном режиме. Есть автомат по ветру. Есть против ветра. Ой, в смысле по ветру, либо по курсу. С утра солнце не встанет. С утра обычно на востоке. Пальцем. Где здесь восток? Ну, если вот, Ну вот где-то если там запад, восток где-то там. Ну как раз Ну я будет. к тому, что будет солнышко с утра. Да. А сейчас там будет уже темно. Ну и хорошо уже с утра. Интерьер нашей лодки Бенито Океанис 40 оказался гораздо более светлым, чем я предполагал изначально. Я, конечно, не думал, что там будет темно, но и столько света я не ожидал, даже не знаю почему. Следующий. А, это что за город сзади? По правому борту. Нигде, как сам согласился. Турунч, да. Вон там город, там есть можно. Значит, 300 рублей стоит. Даже просто это счастливо, да, ходить со мной. Нет, просто реально здесь дорого. Мы договорились расчетом, что вроде как оно должно закончиться именно дня за два, наверное. Ну, просто последить. То ли мы будем больше на берегу питаться, потому что у нас с водой в июне в этом КТПЛ очень дикий произошел. У нас было воды меньше 100 литров, да? Даже считали. Пока я любовался пейзажами и цветом воды, народ обсуждал насущные вопросы и безопасность. Кстати, о безопасности. Многие считают, что надевать жилет нужно прежде, чем поднимаешься на борт, однако это не совсем так. Жилеты, конечно же, должны быть, и все должны знать, где они лежат. Но вот надевать их не всегда обязательно. Так в хорошую погоду при нахождении в кокпите и даже при работе на палубе пользы от них мало. А вот зацепиться ими за что-то вполне себе можно, так как жилет довольно громоздкий. Другое дело, если в море сильное волнение или сильный ветер, или ты работаешь в одиночку. Впрочем, запретить ношение жилетов тоже никто не может. Если кому-то в нем комфортнее и спокойнее, то вперед. А вот обувь штука необходимая. Утки, лебедки, стопора, все они ждут встречи с твоим мизинцем. Так что лучше не пренебрегать, даже в хорошую погоду. А мы тем временем подходили к месту нашей ночевки. Берег нас встретил уютным ресторанчиком и красивыми аллеями. Саму швартовку я, естественно, не заснял, так как принимал в ней непосредственное участие. В дальнейшем даже на берегу съемкой я уже не озаботился, поэтому все красивые аллеи, к сожалению, остались только в моей памяти. Но в этом был и плюс. Так как я ничего не снимал, мы просто спокойно гуляли по берегу перед сном. Корпус лодки довольно тонкий и отлично проводит звук, поэтому засыпать мне пришлось под необычные для моего уха звуки, звуки довольно активного прибоя. Пролежав так некоторое время, качаясь, слушая всплески воды буквально в 10 сантиметрах от подушки, я решил подняться на палубу, чтобы посидеть и полюбоваться огнями стоящих вокруг нас яхт. Напротив нас стоял один из катамаранов, кажется, с украинским экипажем. Справа еще одна лодка с русскоговорящей командой. Слева какая-то крупная моторная яхта. Я смотрел на них и думал, ведь еще недавно мы ехали на такси через Москву в аэропорт, садились в самолет. И вот уже я здесь сижу на яхте, смотрю на огни прибрежного ресторанчика, на огни стоящих вокруг лодок, на сами лодки. И все это под звуки набегающих волн.
Мне в очередной раз показалось это очень странным и невероятным.